Представьте мир, где энергия бесконечна и почти бесплатна, без угля, без нефти, без выбросов. Это не фантастика, а проект, который уже работает. Китай строит искусственное солнце, гигантский термоядерный реактор, который может изменить все. Этот реактор называется ИСТ – экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. Он имитирует процессы, происходящие в ядре звезды. Внутри температура более чем 200 миллионов градусов. Это в 10 раз жарче, чем настоящее Солнце. Идея проста – сжимать атомы водорода до тех пор, пока они не сольются и не выделят огромное количество энергии. Именно так работает наша звезда, но повторить этот процесс на Земле невероятно сложно. Ученые десятилетиями боролись с проблемой удержания этой раскаленной плазмы. Но прогресс есть. В конце 20-х годов Китай, Европа и США планируют запустить ИТЕР – первый промышленный термоядерный реактор. Если все получится, человечество получит неиссякаемый источник энергии. Безопасный, мощный и чистый. Но есть и другая сторона. Успех термоядерного синтеза сделает ненужными традиционные энергоресурсы. Это изменит экономику, политику и даже мировые балансы сил. Кто первым создаст рабочий реактор, тот станет энергетическим лидером планеты. Гонка уже идет. Но Китай не только строит реактор, он еще создает один из самых амбициозных городов будущего. В пустыне Саудовской Аравии строят город, который выглядит как декорация к фантастическому фильму. Это Неом, мегаполис длиной 170 миль с зеркальными стенами и футуристическими технологиями. Проект лично поддерживает наследный принц Мохаммед бин Салман. Его идея — создать первый в мире город без машин, улиц и углеродного следа. Весь транспорт будет под землей, а на поверхности только зелень и пешеходные зоны. Стены города покроют зеркальными панелями. Они будут отражать солнечные лучи и защищать жителей от жары. Сам город станет полностью автономным. Энергия от солнечных батарей, вода из опреснителей, искусственный интеллект для управления. Но возможно ли построить такое? Уже сейчас возведены первые секции. Проект получил инвестиции более 500 миллиардов долларов. Первые жители смогут переехать в Неом в начале 30-х годов. Однако у проекта есть и критики. Некоторые считают его слишком дорогим, а технологии нереалистичными. Но если Неом все же построят, он изменит представление о городах. Ведь уже сейчас человечество ищет способы защиты от изменения климата. И одним из таких решений может стать проект, который пытается остановить подъем уровня воды в Европе. Ученые предложили безумный, но единственный способ спасти миллионы людей от затопления. Они хотят построить стену поперек Северного моря, чтобы остановить подъем воды. Длина такой дамбы 340 миль, высота десятки футов. Она закроет все пространство между Великобританией, Францией, Нидерландами и Норвегией. Внутри окажутся самые густонаселенные города Европы – Амстердам, Брюссель, Копенгаген. Это решение появилось не просто так. Уровень воды поднимается, а значит, целые страны рискуют уйти под воду. Ученые уверены, если ничего не делать, через несколько десятилетий половина Нидерландов окажется затоплена. Но дамба – это не просто бетонная стена. Это инженерное чудо. Огромные шлюзы будут пропускать корабли и управлять течениями. Электростанции на дамбе смогут вырабатывать энергию от волн. Но насколько это реально? Цена – сотни миллиардов долларов. Время строительства – несколько десятилетий. Однако на фоне климатического кризиса правительство Нидерландов уже всерьез рассматривает этот проект. Но пока одни строят дамбы, другие создают технологии, которые позволят заглянуть в глубины Вселенной. Что если мы сможем увидеть первые секунды после рождения Вселенной? Узнать, есть ли жизнь на других планетах? Все это может стать реальностью благодаря новому телескопу Scare Kilometer Array. Это не просто телескоп, это целая сеть антенн, покрывающая площадь в квадратную милю. Расположенные в Австралии и Южной Африке, они вместе будут собирать сигналы из самых далеких уголков космоса. Этот телескоп 50 раз чувствительнее, чем любые существующие радиотелескопы. Он сможет заглянуть в самые темные уголки Вселенной и, возможно, обнаружить следы инопланетных цивилизаций. Но его строительство – настоящий вызов. Нужно синхронизировать тысячи антенн, защитить их от радиопомех и создать суперкомпьютер, который сможет обработать этот гигантский поток данных. Уже начато тестирование первых компонентов. Полный запуск намечен на 30-е годы. Если все получится, этот проект изменит наше представление о космосе. Но астрономия – это не единственная сфера, где человечество выходит на новый уровень. Ученые уже работают над проектом, который может изменить климат всей планеты. Глобальное потепление – одна из главных проблем человечества. И некоторые ученые считают, что решение может быть радикальным – затемнить Землю.
Как это работает? В стратосферу распыляют тонкий слой аэрозолей, который отражает солнечные лучи. Температура на планете снижается, ледники перестают таять, климат стабилизируется. Эта идея появилась после извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. Тогда выброс пепла понизил глобальную температуру почти на 1 градус. Ученые задумались, а что если повторить этот эффект искусственно? Гарвардские исследователи уже тестируют эту технологию. В ближайшие годы запланированы новые эксперименты. Если метод сработает, у человечества появится способ контролировать климат. Но риски огромны. Кто будет решать, какая температура нужна планете? Какие страны пострадают от побочных эффектов? Пока что эти вопросы остаются без ответа. Но исследования продолжаются, ведь пока одни ученые работают над атмосферой, другие строят новый вид транспорта, который изменит скорость передвижения. Представьте себе поезд, который движется быстрее самолета. Без шума, без пробок, без турбулентности. Это не фантастика, это Hyperloop, новый вид транспорта, над которым работают в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Принцип прост. Капсула с пассажирами движется в вакуумной трубе на магнитной подушке. Без сопротивления воздуха и трения поезд может разгоняться до невероятных скоростей, более 600 миль в час. Идею Hyperloop еще в начале 2000-х предложил Илон Маск, но первыми строить ее начали частные компании. В США проектом занимается компания Virgin Hyperloop. В ОАЭ строят первую реальную трассу между Дубаем и Абу-Даби. Первые испытания уже прошли успешно. В 30-х годах обещают запустить первые коммерческие маршруты. Это может полностью изменить систему транспорта. Перелеты на короткие расстояния станут не нужны, пробки исчезнут, а время в пути сократится в разы. Но на этом инновации не заканчиваются. Ведь пока одни ускоряют транспорт, другие пытаются создать бесконечный источник энергии. Человечество давно мечтает о чистой энергии. В Австралии строят один из самых амбициозных проектов – гигантскую солнечную ферму, которая сможет снабжать электричеством целые страны. Проект называется Sun Cable. Он объединит тысячи солнечных панелей на площади более 3000 квадратных миль. Генерируемая энергия будет отправляться по подводному кабелю в Сингапур, обеспечивая электричеством миллионы людей. Но дело не только в размерах. Главная особенность – гигантские батареи, которые смогут хранить энергию и выдавать ее даже ночью. Это решает главную проблему солнечных электростанций – нестабильность генерации. Запуск проекта намечен на середину 30-х годов. Если все получится, это станет крупнейшей солнечной электростанцией в мире. И, возможно, именно такие проекты помогут отказаться от ископаемого топлива. Но пока одни строят электростанции, другие создают машины, которые смогут покорять даже Арктику. Арктика становится зоной стратегической борьбы. Льды тают, открывая новые торговые пути. И Россия строит самый мощный ледокол в истории – судно под названием «Россия». Этот корабль сможет ломать лед толщиной более 10 футов. Его цель – проводить караваны судов по Северному морскому пути. Это позволит быстрее доставлять грузы между Европой и Азией, минуя Суэцкий канал. Россия – часть проекта «Лидер». Всего планируется построить 3 таких ледокола. Они станут самыми мощными в мире, работая на ядерной энергии. Строительство первого ледокола идет полным ходом. Ожидается, что он выйдет на воду в 30-х годах. Это изменит всю логистику мировой торговли. Но борьба с природными катастрофами продолжается не только в Арктике. В Индонезии строят гигантскую стену, чтобы спасти целую столицу. Джакарта – один из самых быстро погружающихся городов на планете. Каждый год столица Индонезии опускается на несколько дюймов. Причина – массовая застройка и оседание грунта. Если ничего не делать, через несколько десятилетий город просто исчезнет под водой. Решение – построить гигантскую морскую стену вокруг Джакарты. Этот проект получил название Великий Гаруда. По форме дамба будет напоминать мифического орла, символ Индонезии. Стена защитит прибрежные районы от приливов и штормов. Внутри создадут новые водохранилища, которые помогут решить проблему пресной воды. Строительство уже началось, но полностью проект будет завершен только к середине 30-х годов. Если он удастся, это станет одним из самых крупных гидротехнических сооружений в истории. Но борьба с водой – это только часть глобальных инженерных проектов. Ведь пока одни защищают города от потопов, другие строят колонии на Луне. Человечество всегда мечтало о жизни на других планетах. Теперь это становится реальностью. Европейское космическое агентство планирует построить первую постоянную базу на Луне. Этот проект получил название «Лунная деревня». Идея – создать модульные поселения, в которых смогут жить астронавты и проводить исследования. Ключевая технология – 3D-печать. Базы будут строить прямо на поверхности Луны, используя реголит – лунный песок. Это сократит расходы и избавит от необходимости доставлять строительные материалы с Земли. Первая миссия с тестовыми модулями запланирована на конец 20-х годов. В 30-х годах начнется полноценное строительство. Если все получится, Луна станет отправной точкой для будущих полетов на Марс. Но пока это только планы. Зато на Земле уже создают новые формы городов. Прямо под водой. Звучит как фантастика.
но инженеры и ученые разрабатывают проекты подводных мегаполисов, которые могут стать новым домом для миллионов людей. Один из самых амбициозных проектов – японский Ocean Spiral. Это гигантский сферический город, который будет находиться под водой и соединяться с поверхностью с помощью огромной спиральной конструкции. Здесь можно будет выращивать еду, добывать полезные ископаемые со дна океана и даже вырабатывать энергию из морских течений. Другой проект – Proteus, первая в мире глубоководная исследовательская станция. Ее создает знаменитый океанолог Фабьен Кусто. Эта база будет работать как аналог Международной космической станции, но только под водой. Ученые смогут жить там месяцами, изучая океан и разрабатывая новые технологии. Первые прототипы уже проходят тестирование. Если все получится, в ближайшие десятилетия люди смогут жить прямо в океане. Но технологии нужны не только для будущего. Прямо сейчас в Южной Корее строят мегазавод, который изменит производство электроники. Южная Корея решила создать крупнейший в мире центр по производству чипов. Проект «Кремний» — это мегапарк заводов, который займет площадь более 50 квадратных миль. Главная цель — стать мировым лидером в производстве полупроводников. Сейчас большинство чипов делают в Тайване, но Корея хочет изменить это. Новые фабрики будут выпускать миллионы микросхем каждый день, обеспечивая электроникой весь мир. Зачем это нужно? Чипы — это мозг любой современной технологии. Смартфоны, компьютеры, автомобили, даже военная техника — все это зависит от микросхем. Если вдруг поставки остановятся, мир погрузится в технологический кризис. Первая очередь завода откроется в начале 30-х годов. Это один из самых дорогих промышленных проектов в истории. На него выделено более 200 миллиардов долларов. Но пока одни строят заводы, другие создают новые маршруты для мировой торговли. В Израиле запустили проект, который может изменить всю логистику Ближнего Востока. Израиль строит альтернативу Суэцкому каналу. Новый железнодорожный маршрут, который соединит Средиземное море с Красным морем. Длина этой скоростной магистрали 180 миль. По ней грузы смогут перемещаться быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал. Это позволит сократить время доставки товаров между Европой и Азией. Зачем это нужно? Суэцкий канал – один из самых загруженных водных путей в мире. Любая авария или блокировка приводит к миллиардным убыткам. Альтернативный маршрут даст больше гибкости мировой торговли. Проект уже одобрен правительством. Запуск первой линии ожидается в 30-х годах. Вы когда-нибудь слышали про самый важный стратегический маршрут на планете? Он соединяет Европу и Азию, пропуская тысячи судов каждый год. Но с каждым годом поток увеличивается, и старый канал уже не справляется. Поэтому Египет начал грандиозное расширение. Новый проект добавит вторую линию канала, увеличив пропускную способность в 2 раза. Это позволит избежать пробок, подобных той, что случилось с судном Ever Given в 2021 году. Тогда из-за одной аварии канал был заблокирован на несколько дней, нанеся мировой экономике убытки в десятки миллиардов долларов. Работы уже идут. В ближайшие годы канал станет шире, глубже и безопаснее. Но пока человечество меняет торговые пути, ученые пытаются сохранить то, что может исчезнуть навсегда. В Антарктиде стартовал уникальный проект по сбору ледников. Ледники — это архив истории Земли. В каждом слое льда хранится информация о климате, атмосфере и катастрофах, происходивших тысячи лет назад. Но проблема в том, что эти ледники стремительно тают. Чтобы сохранить данные для будущих поколений, ученые начали проект Ice Memory. Они бурят керны, цилиндрические образцы льда, и отправляют их на хранение в Антарктиду, где они останутся в замороженном виде сотни лет. Зачем это нужно? В этих образцах можно найти следы древних вулканов, загрязнения воздуха и даже вирусов, которые существовали тысячи лет назад. Это поможет нам понять, как менялся климат и какие катастрофы могут ожидать нас в будущем. Первая партия льда уже отправлена в хранилище. В ближайшие годы ученые соберут десятки образцов со всего мира. И это только начало. Человечество стоит на пороге новой эры мегапроектов. Те технологии, которые кажутся невозможными сегодня, уже через несколько десятилетий могут изменить мир навсегда. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании.